принимать сегодня двояко. Либо как мессию, либо как иудейского мечтателя, хотевшего указать заблудшим путь к Богу. Научная литература об Иисусе необозрима. И тем не менее наши сведения о его жизни мизерны. Пока никто не может ответить, где был и что делал Иисус до того, как заявил народу: «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется». Может быть, здесь, в Кумране, когда-нибудь найдем мы ответ на этот вопрос. Места, имевшие отношение к Иисусу, отмечены памятными знаками и храмами. Прекрасная церковь блаженства воздвигнута на предполагаемом месте, где Иисус прочитал народу свою знаменитую Нагорную проповедь. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Интересно, сколько сегодня в мире истинных христиан, тех, кто живет, следуя заповедям Иисуса. С принятием христианства европейская культура наполнилась библейскими образами и историями, связанными с прошлым еврейского народа. И тем не менее не приняли европейские народы, так сказать, иудейский маршрут ко Всевышнему, с его неукоснительными обрядами, запретами, 613 заповедями, да еще и обрезанием каким-то непонятным и неприятным. Между христианским миром и миром иудаизма разверзлась пропасть. И до наших дней в той пропасти сгинуло немало народа. Десять мер красоты было отпущено свыше. 9 из них достались Иерусалиму, и 1 всему свету, говорили мудрецы. Этот город всегда был и для евреев, и для неевреев центром мироздания, местом, где присутствие Бога наиболее открыто и явно, где диалог с Богом наиболее возможен. В воображении большинства людей Иерусалим – сказочный, мифический город-легенда. Многие ли из небывавших здесь задумывались о том, что
что это реальный город, в котором живут и работают реальные люди, стоят дома, ездят машины. Пожалуй, именно это поражает туристов в первую очередь. Но и сквозь будничную жизнь современного города, сквозь асфальт и бетон пробивается вечный свет Иерусалима. Прогулка по старому городу превращается в путешествие по времени. Как в эпоху, написанную Михаилом Булгаковым в «Мастере и Маргарите», тут по-прежнему кричат беспокойные продавцы воды. И ощущение старины, ощущение жизни, бурлящей здесь вот уже 3000 лет, охватывает путешественника. Хочется почувствовать себя, хотя бы пророком Мухаммедом. Он ведь в молодости был погонщиком верблюдов, и лишь в зрелом возрасте выбился в пророки. А царь Давид, мог ли он предположить, что 30 веков спустя его, быть может, прямой потомок, вырядившись под знаменитого предка, будет живой приманкой для туристов стоять у мусорных ворот при входе в старый город. Через эти ворота и вправду когда-то вывозили мусор. Это была таки проблема. В прошлом веке английский художник, основоположник абсурдистской поэзии Эдвард Лир, писал об этом так: «О мой нос, о мои глаза, о мои стопы, как вы все страдали в этом отвратительном месте! Ибо, позвольте сказать, физически Иерусалим – грязнейшее, мерзейшее место на земле». Со всем этим, несмотря на все это, в Иерусалиме достаточно того, что заставляет человека задуматься о жизни, и я чрезвычайно рад, что побывал там. Я не могу сравнить ни одно место на земле с Иерусалимом по изумительным и неисчерпаемым запасам интересного. Что касается исторических достопримечательностей столицы, то их, благодаря трудам археологов, становится все больше и больше. А грязи и мусора, кстати, значительно меньше, несмотря на то, что в городе не так часто встретишь урну. Их убрали из-за того, что террористы подкладывали туда бомбы. Вот и приходится девушке полицейской на подходе к стене плача проверять подозрительные сумочки. Но нет худа без добра. Катаясь в городском автобусе, мы случайно забыли сумку с фотоаппаратурой. Думали, все, пропало. И пропало бы, если бы террористы не приучили людей не прикасаться к чужим сумкам. Обнаружив чужой пакет, сюда тут же привозят робота полицейского. Тогда улица быстро оцепляется, и радиоуправляемый робот принимается отважно тормошить подозрительный пакет. Слава богу, содержимое сумок, как правило, оказывается совершенно безобидным. Иерусалиму достался тяжкий жребий стать центром 3 мировых религий: иудаизма, христианства и ислама. Сегодня тут уживаются представители более 175 религиозных направлений.
nella tua Chiesa, o Gesù, nella via dei tuoi comandamenti, e il tuo Spirito. Иначе il canale vero e proprio, dove Gesù. Историки подсчитали, что в борьбе за обладание Иерусалимом город переходил из рук в руки 37 раз. Служение Богу продолжается здесь вот уже 3000 лет. Наверное, даже городские камни выучили наизусть многие молитвы и заповеди. Старайтесь же опередить друг друга в добрых делах, учил мусульман пророк Мухаммад. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Скоро 20 веков, как твердят здесь христиане. Не делай другому того, чего не желаешь себе. Почти 35 столетий, твердят евреи. Уже много веков религиозные ультраортодоксы носят черную одежду в знак траура по разрушенному римлянами храму. Сегодня лишь эта западная стена, знаменитая стена плача, стоит как память о великой святыне. У этой стены молятся евреи о малом и о великом, оставляют между ее теплых камней записки с сокровенными просьбами к Всевышнему. Однако пора на работу. Да, жарковато сегодня, хотя и зима. Здесь, в Израиле, быстро начинаешь понимать, как относительно все на этом свете и как слаб человек. И это зримо ощущаешь, когда в Гефсиманском саду в Иерусалиме тебе показывают маслины, ровесницы Иисуса. Они были свидетелями первого акта 2000-летней драмы, которую мы называем «Наша эра». В этом саду Иуда поцеловал учителя и тем выдал его римлянам. По этой улице Иисус пронес свой крест на Голгофу. «14 остановок той жуткой процессии отмечены сегодня памятными знаками. Сегодня на этой улице Крестного хода буднично и спокойно. Продавцы сувениров терпеливо поджидают покупателей. Разносчик воды фамильярничает со скромными туристами из России. Да, не те это русские, что бывали тут прежде. Заезжие католики взяли на прокат недорогой и не тяжелый крест. Изображают теперь крестный путь. Распятия не будет, только фотография на память. Воспоминаний теперь на всю оставшуюся жизнь. А освободившиеся кресты отнесет к месту старта какой-нибудь араб, исполняющий обязанности Иосифа Кириньянина. А вот как бы Иерусалим в миниатюре. На полках мирно соседствуют символы 3 великих религий. Каждый ждет своего покупателя. Если улица не ведет к храму,
зачем она нужна. Улица Виа-Долороза ведет к самому великому храму христиан, храму гроба Господня. Скоро уже 20 веков, как пронес по улице скорби свой крест Иисус. Тяжесть того креста передалась затем целым народам. Сотни крестов на стенах храма гроба Господня, автографы крестоносцев. Только во времена Второго крестового похода, ворвавшись в Иерусалим, рыцари перерезали без разбора всех городских жителей, в том числе и христиан. Сегодня 90% христиан в Израиле – арабы, но большинство арабского населения страны, разумеется, исповедуют ислам. В одном только Иерусалиме действует около 40 мусульманских храмов. Известное арабское изречение гласит: одна молитва в Мекке стоит 10 тысяч молитв, и одна молитва в Медине стоит 1000 молитв, а одна молитва в Иерусалиме стоит 500 молитв. Для мусульманского мира Иерусалим – третий по святости город. Мусульмане верят, что с Иерусалимской храмовой горы пророк Мухаммед вознесся на небо, привязав у стены плача своего коня Эль-Бурака. В начале становления ислама сам Мухаммед молился, повернувшись к лицом к Иерусалиму, но, убедившись, что евреев в свою веру ему не обратить, повелел мусульманам молиться в сторону Мекки. Три религии спорят уже столетия, то открыто враждуя, то мирно уживаясь друг с другом. Но в одном они сходятся. Здесь, в этой земле, в этом городе начало и конец всего. И евреи, и христиане, и мусульмане верят, что в основании Иерусалима лежит краеугольный камень мироздания. С него и началось сотворение мира. Правда, евреи и мусульмане считают, что лежит он на Храмовой горе, а христиане поместили краеугольный камень и центр мира под храм гроба Господня. А в конце дней, когда настанет время последней битвы добра со злом и страшного суда, в Иерусалим придет Мессия, помазанник Божий. Мимо этого древнего кладбища, по этой самой дороге, именуемой дорогой Мессии, проедет он на белом осле. Через золотые ворота Мессия вступит в Иерусалим, чтобы освободить город Давида. Возможно, противясь этому, а может быть просто, чтобы враги не проникли в город с тыла, мусульмане наглухо замуровали эти ворота камнями. Так или иначе, нет худа без добра. Лже-мессия уж никак не пройдет, а для настоящего земных преград не существует. Под древним еврейским пророчеством с приходом Мессии будет восстановлен Иерусалимский храм. Вот тогда и снимут ультраортодоксы свои траурные одежды и облачатся в белые. Поживем – увидим. Точнее, оживем – увидим. Ибо сказано в книге пророка Даниила: «И многие из спящих в прахе земли пробудятся. Одни для вечной жизни, другие
на вечное поругание и посрамление. Мертвые воскреснут и последуют за Мессией на Храмовую гору, где в новом храме вершиться будет суд. Мусульмане верят, что на этих портиках Аллах повесит весы и будет взвешивать души умерших. Что ж, чему быть, того не миновать. А пока этот ослик терпеливо дежурит на Масличной горе, не ведая, кого, может быть, выпадет ему вести на Храмовую гору. Знал бы этот белый, ушастый счастливец, насколько важна и ответственна его роль, какую несет вахту на своем посту номер 1. Неутомимый экскурсовод в 1000-й раз пересказывает сценарий этой прекрасной легенды, напоминая туристам, что жизнь не кончается сегодняшним днем. Неутомимый верующий в 100-тысячный раз читает молитву «Я верю, полной верой в пришествие Мессии, и, несмотря на то, что он медлит, все-таки буду ждать его прихода каждый день грядущий». Кем будет Мессия? Еврейским царем из рода Давида? А может быть, это будет второе пришествие Иисуса или Мухаммеда? Наверное, каждый признает в нем своего. А он будет выше людских споров и склок. И он примирит всех. Ибо о днях прихода Мессии сказаны великие слова пророка Исаии. «И рассудит он народы, и даст поучение многим народам, и перекуют они мечи свои на орала, и копья свои на садовые ножницы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Ты и дома, не спеши, следи, как в глубине души растет прорезавшийся трепет, польются слезы, как стихи, Господь простит тебе грехи и вновь тебя из праха лепит. К стене ты приложись щекой,
И слушай, как журчит покой к сухой душе, пробив дорогу. Ты вновь у вечного ручья, ты вновь в начале бытия.